Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Караван-салон Дюссельдорф. И сегодня специально по запросу наших подписчиков экспресс-обзор Ириба Touring 820. Blow that wind sails from the east. Every time that it blows you away from me. Cruel sky heavens yet to cease. Mornings turn to evenings into nights like these. Oh, she done got blown away. If you rake and hoe, I will pull the weeds. All the world will surely be green, and then the earth no fruit shall bear until you are back here with me. Поскольку это экспресс-обзор, я не буду углубляться в технические моменты, много рассказывать про какие-то нюансы. Мы просто быстро пройдемся, посмотрим, как все это выглядит, где есть какие-то элементы в интерьере. Ну, а здесь, вот у этого стенда, я в двух словах скажу какие-то основные ключевые моменты. Вес 2 тонны 800, 2800, длина 848, то есть 8 метров 48 сантиметров, ширина 2,36, высота 2,79. Из интересных каких-то моментов, которые выделили сами производители, это система Iriba Smart Battery, 150 ампер-час литиевые аккумуляторы здесь стоят, какие-то новые, эффективные, и как-то вся эта система очень умно их расходует. И у нас установлены две солнечные батареи по 95 ватт. Идем внутрь. Главное в Iriba Touring, конечно же, дизайн. То, как все это выглядит, это премиальный прицеп от Hummer. У нас вот эти панорамные окна, все очень красиво, практически такая реально яхта, вот с этим, в этой передней части, как и капитанский мостик, или как это называется. Но тут много при этом важных технических моментов, например, вот фонарики с USB-розетками, наверху есть шкафчики, здесь есть место небольшое для хранения вещей. Ну и, конечно, мы сидим вот в столовой группе, которая у нас небольшой диванчик с одной стороны и с другой стороны побольше. И здесь расположится там 5-6 человек, но прицеп рассчитан максимум на 4, опционально здесь может опускаться стол и будет тоже спальное место. В данной версии, которую мы смотрим сейчас, у нас здесь двухместная версия. Продолжаем мысль про яхту, у нас здесь вот круглое окно на кухне, прям практически иллюминатор. Столешница выполнена вся под шлифованный алюминий, но на самом деле это просто такое ламинирование. Мойка закрывается специальной дощечкой, с другой стороны сделана разделочная доска. И есть еще такая ниша впереди тоже открывается, не знаю, вот так решено, туда можно что-то сложить. Плита Тетфорд, 2 огня, дальше полочки есть в нише, и вот таким образом изогнута столешница, наверное, не самый практичный вариант с точки зрения того, что здесь пропадает рабочее место за счет изгиба, но зато выглядит, конечно, очень красиво. Внизу у нас ящики фиксируются все, то есть у нас они без каких-либо ручек и один единый замок-фиксатор на все. 3 ящика, максимальная нагрузка на каждый 15 килограмм. Дальше есть вот такая выдвижная ниша, вернее ниша, и в ней выдвижной ящик, в который мы можем поставить какие-то бутылочки и вот так эргономично использовать это пространство. Тут уже идет отдельный замок-фиксатор. При входе есть кронштейн, и на нем установлен телевизор 32 дюйма, специальный фирменный от Hummer, написано Iriba. Ниже есть такая вот мультимедийная система, и, в принципе, это обыкновенная магнитола по большому счету, но тут сразу тоже мне яхты чем-то это напоминает, потому что там тоже такое зачастую решение присутствует по мультимедиа. Ниже бар, и еще ниже дверка с просто шкафчиком при входе. Можем туда складывать какую-то обувь, все, что нам необходимо. Естественно, есть гидравлическая система, чтобы у нас были ноги, и можно было прицеп выровнять и зафиксировать. И это делать надо не ручками вот крутить, а кнопочки нажали, и все автоматически выровнялось. Над дверью за специальной крышкой спрятана панель управления всеми системами жизнеобеспечения прицепа. Здесь у нас и сброс бака серой воды, и управление различными элементами, там, включение-отключение насоса, и включение уличного, внешнего, внутреннего освещения, управление спутниковой тарелкой, которая у нас также здесь установлена. Движемся дальше по правому борту. Здесь у нас гардероб небольшой. И, конечно же, санузел. Раз, заходим, туалет, Тетфорд с электросмывом, в уголочке раковина, ящички
чуть-чуть в задней части, небольшие, с резиночками-фиксаторами и, конечно же, душевая кабина. Напротив у нас входа в санузел холодильник Тедфорд 140 литров, компрессорный, то есть работает только от электричества. Но у нас здесь и запас воды небольшой, там 70 литров бак, по крайней мере в этой конкретной комплектации на выставке. Но это больше там на самом деле не нужно, прицеп рассчитан на то, чтобы стоять на месте, в основном использоваться как такая перевозная дача. И холодильник, то что компрессорный, проблемой для вас не станет, а при этом работает он эффективнее, чем тот, который может работать от газа. То есть он работает только от электричества, как у вас дома. Далее у нас еще один шкаф. Полочки здесь у нас расположены и панели управления для солнечных батарей. И здесь же расположено управление печкой Альдо, жидкостное отопление, теплые полы. И вот так мы добрались до основной спальни. Есть шторка, которая эту спальню отгораживает от остального жилого пространства, но дверь здесь, наверное, не нужна, если мы рассматриваем, что все-таки это прицеп в данном случае на двоих. Кровать. По сути, я зашел вот в такую нишу, и две раздельные кровати у нас есть, но есть и дощечка, и специальная подушка, которая превращает это в одну огромную кровать, примерно 2 на 2 метра. В остальном много панорамных окон, и тоже еще есть светильнички с USB-розетками. А наверху по периметру везде шкафчики. По правому борту есть лючок, в котором подключение газового гриля на улице. То есть, когда вы сидите в палатке, в веранде рядом, у вас будет здесь гриль. Далее у нас есть дверь, она, к сожалению, закрыта. Здесь как раз-таки установлены газовые баллоны, прицепное устройство Алка, как и, собственно говоря, сама рама. Альдо выпускное отверстие печки находится прямо под окном, но на окне есть специальный датчик, который не даст печке работать так, чтобы газы попадали внутрь. Тут тоже есть еще аналогичный лючок, как бы его не сломать. Оп. Здесь у нас подключение магистральной воды, то есть вы подключаете шланг, водопровод, и у вас из бака вода не расходуется, и насос не работает. Но рядом для каких-то моментов, когда вы находитесь в пути, есть бак и заливная горловина чистой воды. Далее подключение к сети 220 вольт, ну и, конечно же, места для хранения вещей, багажник, так сказать. И здесь у нас полноценно большое место и пространство, в которое можно складывать вещи. Оно расположено полностью под всей кроватью. Поднимается кровать внутри, если надо, можем сюда заглянуть, или же снаружи с двух сторон спокойно загружать наши вещи в дорогу. Ириба Touring 820 мы сегодня с вами в экспресс-режиме посмотрели. Как всегда, ждем в комментариях ваше мнение, нравится вам или нет. Если есть какие-то вопросы дополнительные, также их там задавайте. Ну и напоминаю, вся техническая и подробная информация к такого типа роликам находится в описании. Меня зовут Антон, это канал Яхта на колесах. До новых встреч, пока! Oh,